Сегодня мы сделаем стол с очень детальной картой мегаполиса. Применив интересные технологии, мы подсветим каждый район и выделим реки. На ютубе я такого еще не встречал, так что усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Совсем недавно в группе LaserCAD выложили интересную работу одной американской дизайн-студии. Вот такую карту, вырезанную из фанеры. Мне очень понравилась эта идея, и конечно же я решил сделать стол в таком исполнении. Как вы видите, тонкая фанера чаще всего изогнута, поэтому я прихватываю ее скотчем по краям, иначе рез может быть с косяками из-за разного расстояния и соответственно фокуса. Затем открываем файл, который мне любезно предоставил Сергей с канала Мистер Деревяшкин, и готовим его к резке. Как вы видите, карта довольно детальная, но мы добавим еще несколько слоев. Сразу сложно сказать, будет это лишним или нет, и не испортит ли в целом проект, но я всегда стараюсь побольше внимания уделять деталям и мелочам. Так мы и сделаем в этот раз. В итоге на резку ушло практически 4 часа непрерывной работы станка, и как вы видите, все вырезано идеально, без изъянов и сбоев, я доволен. А тем временем Андрей занимается подстольем и обрамлением столешницы, в которую и ляжет карта и еще кое-что. Уже по доброй традиции берем фрезу от CMT и делаем соединение под ласточкин хвост. Стекло ляжет в паз. С нижней стороны тоже делаем паз, но для того, чтобы стол был разборный. Немного позже вы поймете, для чего это нужно. Затем немного клея, и мы имеем вот такую квадратную столешницу 90 на 90 сантиметров. С подстольем похожая история. 4 ножки, 4 перегородки и соединение на ласточкин хвост. Теперь осталось отшлифовать и покрасить заготовки. Я давно собирался купить небольшую машинку для шлифовки мелких деталей. И раз уж я оформлял заказ, решил сразу же прикупить пару подарков своим мастерам. Как бы и им будет приятно, и работа будет делаться быстрее и качественнее. Так вот, на дворе уже декабрь. На работе завал. Пробки по 10 баллов. Когда успеть купить подарки на Новый год? Мы со спонсором ролика, интернет-магазином CityLink, позаботились о вас. Я подобрал пару идей, чем можно порадовать мастера на все руки. А CityLink запасся низкими ценами, широкой сетью из магазинов и пунктов выдачи. Закажите электронику и технику на сайте citylink.ru. Захватите ее по пути домой. А если вам лень ехать, тогда это за вас делает курьер. Собственно, себе я выбрал вот такую шлифмашинку для мелочи. И как вы видите, уже активно ей работаю. А коллегам по мастерской новенький перфоратор и шуруповерт. Эти и остальные подарки ищите в электронном дискаунтере CityLink. Главное преимущество CityLink — это широкий ассортимент. У них есть техника для дома и кухни, товары для красоты и здоровья, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, гаджеты и аксессуары. Даже садовая техника и товары для автомобилей есть. Переходите по ссылке в описании, выбирайте подарки на CityLink. Ведь, возможно, кто-то уже сейчас выбирает подарок именно для вас. Кроме этого, по промокоду Лихой Топор 500 вы получите 500 бонусов на следующую покупку при покупке от 5000 рублей до 15 января 2021 года. Подробности акции в описании, а мы продолжаем. Конечно же, просто вырезанной картой мы не ограничились, иначе это было бы повторение чужого проекта. Мы же решили пойти немного дальше и доработали эту идею. Используя все тот же файл, делаем гравировку кварталов, но уже на стекле. Кстати, не так давно я более подробно разбирал эту тему, гравировку на стекле. Тогда мы отгравировали больше 20 стекол и получили в итоге один объемный портрет. Если не смотрели, очень советую. А в данном случае прошло 3 часа гравировки, и мы снова имеем идеальный результат, но уже на стекле. Вообще, я так смотрю и понимаю, что каждый из этих слоев может быть самостоятельным проектом, потому что выглядят они круто уже на этом этапе. Но мы запихаем
все это в один проект. Но и этого нам показалось мало. Я решил выделить реки на карте, так как в файле они четко выделяются. Для этого проклеиваем стекло малярным скотчем. В этом случае на скотче лучше не экономить. Лично я всегда использую скотч для автомалярки. Как правило, с ним не бывает проблем. А когда все стекло уже проклеено скотчем, делаем контурную гравировку рек. И таким образом получаем готовый суперточный трафарет. Вот вам еще одно применение лазерного станка. Следующим этапом я развожу глянцевый лак. Это автомобильный лак. И добавляю специальную добавку, которая позволяет безнаказанно окрасить неподготовленное глянцевое стекло. Добавлять надо 10%. Но пересматривая видео, я понял, что бахнул порядком больше. А затем синий краситель для эпоксидки, который, кстати, отлично колирует лак. Через 2 дня убираем самодельный трафарет. В целом я доволен результатом. Остается немного почистить места, где лак залился под скотч. Для того, чтобы свести к минимуму вопросы гостей, что же это за карта, я решил сделать вот такую гравировку. Не знаю, может быть и лишнее, но в целом смотрится гармонично. Очень интересно ваше мнение на этот счет. Перед сборкой я пропитываю стол универсальным маслом от Linus. Очень давно пользуюсь этим составом и смело его рекомендую. Как вы видите, это масло подкрашено, и после обработки дерево приобретает такой легкий, приятный серый оттенок. Но цвет может быть любым. Палитра очень широкая. Ссылки на все используемые материалы, как всегда, есть в описании. Для того, чтобы подсветить гравировку кварталов, по контуру мы встроили светодиодную ленту, и уже теперь можно собирать стол. В целом, мне очень понравился этот проект. Даже думаю о том, чтобы оставить этот стол дома. Обязательно пишите свое мнение, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, для того, чтобы не пропустить новые выпуски. И скажу по секрету, даже новые рубрики. Спасибо за просмотр и добра от топора.